Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я собираю яркую новинку. И не просто новинку, а это ЗИЛ пожарный в 72-м масштабе от фирмы АВД. Итак, поехали. Итак, передо мной коробка пожарного автомобиля, и этот автомобиль сделан в 72-м масштабе. Соответственно, это ЗИЛ, цистерна, и АВД выпускали эти наборы, наверное, несколько лет назад, и они были довольно хорошего качества. И в этот раз они их просто перевыпустили в современной коробке и добавили некоторые улучшения, которые я сейчас вам покажу поподробнее. На обратной стороне коробки есть прототип, соответственно, модель, которая у нас должна получиться из этого набора. И она выполнена в довольно классическом пожарном цвете, красном, с белыми полосами, белыми дверьми, с довольно яркой смывкой. На этой модели я не вижу декалей, единственный минус. Так она выглядит довольно интересно. Давайте посмотрим, что внутри. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали. Итак, внутри нас ждет немного переработанная инструкция с большими видами. И, соответственно, с ней проще работать. Инструкция по окраске. Это нововведение последнего времени АВД. И эта инструкция довольно актуальна именно для пожарной техники, так как не всегда понятно, как точно ее окрашивать, чтобы она была похожа на прототип, особенно вот верхнюю часть. Хотя здесь тоже не очень показано, какого цвета сама крыша, например, у цистерны. Меня всегда этот вопрос интересует. Нету фотографий сверху пожарной техники в интернете. Но есть, но их мало. Также в наборе есть переработанные покрышки. Они действительно стали намного лучше, и с ними довольно просто работать. И удалив внутреннюю часть, у нас на покрышке не останется никаких лишних ненужных оплоев. Просто ставим ее на свое место. Соответственно, детали. Детали в сером пластике и довольно хорошего качества, с хорошей детализацией. Видите, все эти заклепочки на бампере очень хорошо видны и кажутся довольно масштабными. Также в наборе оси для колес, соответственно, у нас будут они иметь возможность проворачиваться. И декаль мне не очень нравится, но я думаю, в скором времени АВД поправит этот вопрос. Собираем. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. После несложной, но увлекательной сборки модели я приступила к одному из самых интересных этапов – окраски. И, как всегда, все началось с подготовки поверхности. Я аккуратно нанесла грунтовку с помощью аэрозольного баллончика, и она равномерно легла на детали, создав отличную основу для последующих слоев окраски. И это очень важный шаг, который позволяет краске держаться лучше и делать итоговый результат более аккуратным и реалистичным. Переходим к шасси. Нижнюю часть модели я решила выкрасить в насыщенный черный цвет. Все по канонам, ведь это советский грузовик. А для таких машин черное шасси – это классика, узнаваемый и правильный штрих, подчеркивающий эпоху и аутентичность модели. А вот сама машина у меня пожарная, а значит характерная для нее окраска – красно-белая. И чтобы добиться нужного эффекта, я первым делом покрыла из аэрографа двери и участки, на которых будут белые полосы. Использовала я краску мачете, она прекрасно ложится и быстро сохнет, оставляя ровный матовый слой. А после высыхания белого слоя я аккуратно нанесла маски из модельного скотча. Это поможет четко разграничить цвета и добиться максимально чистых линий при нанесении основного красного цвета.
А теперь немного детализации. Внутреннюю часть кабины, передняя торпеда, я выкрасила кисточкой в голубой цвет. А почему именно в голубой? Все просто. На заводах, где производили шасси для пожарной техники, на базе ЗИЛов кабины часто оставляли в стандартной, заводской окраске. Это добавляет реализма и правдоподобности модели, ведь такие детали оживляют ее и придают характер. Сиденье я покрасила в характерный для тех времен дермантиновый цвет. Теплый, немного коричневатый, с легким блеском, словно на самом деле перед тобой салон настоящего автомобиля. Почему же 72-й масштаб – лучший выбор для моделистов автомобилей и бронетехники? Моделизм – это не просто хобби. Для многих это способ самовыражения, форма медитации, погружения в историю и технические тонкости. Но любой, кто только начинает свой путь в этом увлекательном мире, сталкивается с вопросом, в каком масштабе собирать. На полках магазинов можно найти модели от крошечных, в масштабе 1 к 144 до массивных, в масштабе 1 к 16 и даже крупнее. Но именно масштаб 1 к 72 стал золотым стандартом для множества моделистов, особенно в области военной техники и автомобилей. Почему? Давайте разберемся. А вот настал самый ответственный и волнительный момент. Это окраска кузова в красный цвет. В палитре красок Мачете нашелся идеальный оттенок – Fire Red, и я нанесла его с особой тщательностью, слой за слоем, чтобы добиться яркости и насыщенности. Первое и, пожалуй, самое очевидное преимущество 72-го масштаба – это его компактность, ведь модели в этом размере удобно хранить, перевозить и демонстрировать. Для примера, танк Т-34 в 35-м масштабе занимает примерно от 20 до 25 см в длину и требует серьезного места на полке, а в 72-м масштабе это будет всего около 8-9 см. Разница ощутимая, особенно когда в коллекции не один, а десятки или сотни экземпляров. После высыхания пришло время снять маски, и это, пожалуй, один из самых приятных моментов в процессе. Когда полосы появляются чистыми и ровными, сразу ощущаешь удовлетворение от проделанной работы. Для моделистов, живущих в квартирах или с ограниченным пространством, это критически важно. Можно собрать целую дивизию бронетехники, не превратив комнату в склад. Диорамы в 72-м масштабе также занимают меньше места и при этом позволяют воссоздать масштабные сцены от уличных боев до наступления механизированных колонн. А далее я вручную тонкой кисточкой прорабатываю световые приборы, фары, мигалки, поворотники. Эти мелочи придают модели жизнь, делают ее визуально завершенной и интересной для разглядывания вблизи. А во-вторых, 72-й масштаб предлагает редкое сочетание достаточной детализации при приемлемом размере. Он значительно превосходит 1 к 44 или же 1 к 160, где проработка деталей сильно ограничена физическими размерами. А в 72-м масштабе можно спокойно различить элементы ходовой части, приборы наблюдения, текстуры гусениц, даже лючки и сварные швы, особенно в современных моделях от ведущих производителей. А чтобы добиться глубины и выразительности, я использовала технику смывки. Нанесла черную масляную краску, которую потом я аккуратно стерла. Это позволило выделить рельеф, тени, сделать модель более живой, с ощущением легкой эксплуатации пыли. И в то же время, в отличие от 35-го или же 16-го масштаба, этот масштаб прощает мелкие ошибки в покраске и сборке, где в большом масштабе заметен каждый мазок кисти или капля клея. В 72-м масштабе такие подобные недочеты теряются на общем фоне. Это делает его отличным выбором для начинающих моделистов, которые только осваивают азы техники, и для тех, кто ценит результаты без необходимости часами выверять каждую линию. Также немаловажна и финансовая сторона вопроса. Ведь модели в 72-м масштабе обычно стоят дешевле, чем их аналоги в более крупных масштабах. Это делает хобби более доступным. Но, увы, не обошлось без разочарований. Декали, что шли в комплекте, оказались крайне низкого качества. Они плохо ложились на поверхность, рвались, несмотря на использование специальной химии для переноса. И поэтому пока моя пожарная машина остается без опознавательных знаков. Так что я потом обязательно подберу достойные декали, но позже, возможно, из сторонних источников, чтобы довести образ машины до конца. И вот такая модель у меня получилась, яркая, атмосферная, со своим характером. Как вам результат? Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Мне будет интересно его узнать. А на этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Не забывайте подписываться и ставить лайки.